Всем привет! Это снова я. Как же тут жарко, дорогие друзья. Но ничего, мы идем к следующей гробнице, полной тайн и загадок, КВ-17. Гробница фараона Сети I. Перед ее посещением мы предварительно узнали, что это самая красивая из всех гробниц Долины Царей. Давайте же вместе с вами это и проверим. Хочу отметить, что я пошел туда один, так как к тому моменту от жары вся наша команда ушла искать место в тени, где можно было бы передохнуть и попить воды. Ну а мы с вами спускаемся вглубь истории к новым приключениям. Начнем сразу с загадки открытия этой гробницы авантюристом Джованни Бельцони. По официальной версии, Бельцони после открытия гробницы Рамзеса I, о которой был наш предыдущий ролик, собирался уже свернуть раскопки. Но тут пошел дождь, очень редкое явление для Долины Царей. И лично он заметил, что довольно большая лужа очень быстро куда-то просочилась сквозь песок и пропала за пару минут. Соответственно, он срочно приказал копать в этом месте 2 дня подряд, и к вечеру пятницы в скале появились края выемки. В обед субботы они увидели вход в гробницу на 5,5 метров глубже поверхности земли. Мы с вами прошли это расстояние за 20 секунд. Вход был завален. Они разобрали небольшую часть, выбрали самого невысокого и щуплого работягу и отправили его в пролом на разведку, и вскоре он вернулся, рассказав о великолепной гробнице, с обитой всевозможными артефактами и покрытой красочными рельефами. Да, вы все правильно поняли. Бельцони нашел самую изящную, самую красивую гробницу в Долине Царей, гробницу Сети I, отца будущего великого Рамзеса II. А вот теперь давайте порассуждаем логически. 3000 лет обе гробницы Рамзеса I и Сети I стояли закрытыми от всех. И тут приходит красавчик Бельцони и в течение одного сезона открывает их обе. Причем в состоянии практически нетронутых грабителями. Возникает вопрос, а как? Без инструментов, без многолетней разведки, изучения древних источников и так далее. Возникает вполне очевидный ответ. Наводка грабителей могил, не раскопки по их точным указаниям. Напишите, что вы думаете об удачах авантюриста Бельцони в комментариях, а мы спускаемся глубже. Вторая загадка этой гробницы – это техника росписи. Посмотрите внимательно. Все сцены, рисунки и надписи сделаны в виде выпуклых барельефов. Это немыслимо сложный и трудный процесс, даже сейчас при современных технологиях. Просто задумайтесь, а как можно во втором тысячелетии до нашей эры, без осветительных приборов на глубине в 100 с лишним метров, без дыма и копоти от факелов и свечей, без тончайших металлических или алмазных предметов, только природными красками при разряженном на глубине воздухе сделать то, что вы видите сейчас. Чтобы вы понимали, ни до Сети I, ни после него таких барельефов и росписей никто в Египте повторить не смог. Как пример, вернемся в гробницу Рамзеса I, отца Сети.
Там все надписи сделаны просто по штукатурке, красиво и богато, но реализуемо в темном и сыром подземелье. А теперь посмотрим на гробницу Рамзеса III, внука Сети. Тут еще более простая техника. Наносится слой штукатурки, пока он сырой, процарапывается контур, и далее идет роспись. Это также сложно, но реализуемо. Теперь вы понимаете, что данная технология была просто утеряна уже при сыне Сети, Рамзеса II, и наше предположение тут простое. Как только усыпальница великого фараона была закончена, он в целях сохранения своего секрета, чтобы никто больше никогда не повторил той красоты и величия, просто убил всех мастеров, чтобы навсегда унести этот секрет с собой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о наших выводах касательно технологии росписи гробницы. Но вернемся к открытию гробницы. Бельцони стоял и смотрел на это великолепие. И как вы думаете, что он захотел сделать после открытия гробницы? Правильно, он захотел полностью ее вывести в Европу как есть, но ему не разрешил Мухаммед Али. И поэтому он придумал еще более варварский способ. С самых красивых барельефов, куда он смог дотянуться, он снял восковые гипсовые отпечатки, чтобы в Европе, залив их соответствующим раствором, сделать и показывать аналогичные барельефы. Но вместе с восковыми отпечатками он снял еще и куски оригинальной краски и оставил гробницу в полуободранном состоянии. За это Бельцони получил прозвище «Заслуженный варвар» и занял одно из первых мест среди списка просветителей Запада, варварски грабивших и разрушающих древнеегипетские памятники. Нужно отметить, что этой гробнице в целом очень не повезло с просвещенными варварами Европы. Второй случай – это вырубание барельефа на колонне зала перед саркофагом и перемещение его в Лувр в XIX веке. Тут отличился в 1829 году всем нам известный Франсуа Шампольон. Теперь данный фрагмент навсегда остался в египетском зале Лувра. Посмотрите, вот этот фрагмент крупным планом. Как вы понимаете, такой хит-парад можно продолжать и продолжать. Если вам интересно, мы готовы сделать отдельный ролик про просвещенных варваров Европы, грабивших Египет в 19-20 веке. Мы двигаемся дальше, мимо изумительных барельефов, которые поставили эту гробницу на первое место среди древнеегипетских памятников. А чтобы вы могли понять и оценить изображение на стенах гробницы, я бы хотел рассказать немного о мировоззрении древних египтян и их отношении к жизни и к смерти. Дайте мне привести цитату Диодора Сицилийского, который записал, что жилища живых людей египтяне называют постоялыми дворами, потому что в них пребывание непродолжительно и скоротечно, а гробницы называют вечными жилищами, потому что там поселяются на века. Вот почему они мало заботятся об украшении своих домов, тогда как на великолепие своих гробниц не жалеют ничего. Итак, гробница Сети I вырублена в твердом граните. Она содержит 6 лестниц, 4 колонных зала и 16 различных помещений, включая ложную погребальную камеру для запутывания грабителей и настоящую погребальную камеру. Практически подземный дворец. Этот памятник заупокойного зодчества считается лучшим в своем роде. Общая длина гробницы составляет 137 метров, где все стены украшены сценами, посвященными загробному миру. В отличие от предыдущих гробниц, где загробный мир был представлен сравнительно простыми схематическими рисунками, в этой гробнице фигуры изображены объемно и в движении. И, кстати, здесь была нарушена традиция, при которой только самые важные помещения украшались росписями. У Сети все стены, начиная от входа и до погребальной камеры, покрыты красочными рельефами,
изображающими сцены из заупокойных текстов книги Врат и книги мертвых. Книга мертвых – вольное название, придуманное в XIX веке. Но в самом деле это сочинение называется «Главы о восхождении к свету», сборник заупокойных молитв, изречений, заклинаний и записей, ритуалов и так далее. Она делится на главы. В одной может быть около 200 заклинаний. Посмотрите, в Каирском музее мы уже показывали вам экземпляр одной из ее глав на 40-метровом папирусе. Согласитесь, красиво. Для египтян смерть – это не конец, а только переход к следующему этапу. Чтобы его пройти, нужно преодолеть невероятные трудности, и основная суть текста – помочь умершему преодолеть все опасности загробного мира, пройти посмертный суд Азириса и вместе с солнечной ладьей бога Ра вновь возродиться для вечной жизни и блаженства со своими близкими. В полях Иалу, читай в раю. Это книга о победе над смертью. В представлении древних египтян Вселенная состояла из 5 частей – земли, воды, неба, гор и дуада, потустороннего мира. Человек, по представлению древних египтян, состоял из нескольких сущностей. Первое – это Ка, то есть его персональная судьба или предназначение человека в этот строго отведенный период. Она может быть длиннее одной жизни, состоять из цепочки перерождений, но связанных одной судьбой. Вторая – это Ба, бессмертная душа человека, который может перерождаться в бесчисленное количество раз и вселяться в кого угодно, любое живое существо на планете. Изображалась как вечно перерождающаяся птица с головой человека. Ничего не напоминает? Третья сущность – это Хат. Его тело или бренная оболочка, которую и Ка, и Ба вселяются на время жизни человека. Было еще несколько состояний, связанных с его аурой и духовностью, но основные именно Ка, Ба и Хат. А теперь, дорогие друзья, после Ка, Ба добавьте третий слог и получите название древнеиудейского учения о познании Творца через бесконечное перерождение душ, которое Моисей, будучи верховным жрецом, вынес из Египта и передал как откровенное познание своим последователям. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому факту. Именно этим сущностям надо было пройти через потусторонний мир, чтобы попасть в рай. Если это произойдет, то души воссоединятся и смогут жить вечно. Они смогут, то все, конец. И тут очень важно, чтобы все обряды прошли с идеальной точностью. Поэтому так важен обряд погребения тела. Ведь пока путешествуют Ка и Ба, тело должно быть в сохранности, поэтому тела мумифицировали. А при чем здесь фараон, спросите вы? А при том, что связь мира богов с миром людей происходит только через фараона. Ведь он одновременно и бог, и человек. И только от фараона зависит нормальное функционирование государства и его жителей. После смерти правитель попадал в царство мертвых, и египтяне верили, что когда умирал фараон, он становился божеством, которое могло даровать каждому право на загробную жизнь. Сам же потусторонний мир Дуад связан с нашим. Там есть пещеры, огненные озера, в которых сжигают грешников. А есть и поля мира и вечного блаженства, куда с закатом солнца каждую ночь на своей ладье уходит бог солнца Ра. Опять же, ничего не напоминает? За 12 часов ночного плавания он проходит 12 врат, по одному на каждый час ночи, сражаясь с силами зла, и побеждает их, доходит до полей блаженства и восходит вместе с солнцем. И после смерти фараон с богом Ра должен был совершить это 12-часовое путешествие. В общем, дорога была очень опасной и с непредсказуемым результатом, поэтому тут однозначно требовался путеводитель. Помогала книга мертвых.
Подсказки писали на стенах саркофагов, пеленах и папирусах. Их вкладывали в руку покойного «да-да». Это было что-то вроде «через 200 метров поверните направо» голосом Жириновского, как у нас навигатор на Яндекс.Картах. Сначала эти знания предназначались только фараону, а со временем путеводители могли заказывать вообще все, у кого были деньги. Они стоили очень дорого, хотя можно было сэкономить и выбрать, какие главы хочешь видеть в своем путеводителе, а какие нет. Точно как в навигаторе «Кратчайший маршрут». Но с фараоном другая история, он не имеет права на ошибку. По дороге в рай, поэтому в его гробнице все стены расписаны в подробностях. Чтобы он правильно назвал по имени всех стражей, чудовищ и точно произнес заклинание, которое открывает ворота в подземельных царствах. Гробницы, рельефы как раз посвящены двум основным темам: жертвоприношение царя перед божествами, иллюстрация к так называемым книгам загробного мира. Среди разных богов здесь доминирует, конечно же, Ра. Сцены их совместного путешествия украшают первые два коридора усыпальницы. Сначала душа отделяется от тела, и с богом Ра он представлен в виде бараноголового божества. Идет граница мира к одной из 4 гор, поддерживающих небо и землю. У горы на лодке душа покойного спускается в галерею ночи, по которой протекает река преисподней Стикс. Ра ведет лодку по водам, в которых живет гигантская змея Апофис, аналог сатаны. Эти воды полны всяких немыслимых чудовищ, которые пытаются съесть душу умершего. Их можно обезвредить заклинаниями, и в этом помогает путеводитель. В итоге душа фараона достигает границ царства теней Дуады. И тут душа попадает в большой зал, на суд Азириса. Кроме него там еще 42 бога, перед которыми умерший отчитывался, кто не грешил. Не был жадным, не лгал, не крал, не болтал попусту. Не прелюбодействовал, не придирался. Да, придирки тоже грех. Если сказал, ваш чай недостаточно горячий или вино не подогрето, то потом на суде оправдывайся перед богами. Египтянин всегда имел шанс покаяться и получить прощение, что психологически очень важно для человека. Эти судьи с Осирисом – воплощение правды и справедливости. Там же на суде должны находиться весы для взвешивания сердца, весы правды и истины. Сердце – это центр духовной жизни и мышления, воля человека. И если его сердце было грешно, то оно перевешивало перо богини Маат, и души египтянина Ка и Ба отправляли в ад, где их вечно жрал пламенный змей Апофис. Но тут и кроется следующая, третья загадка гробницы Сети. Путь к суду есть, а самого суда нет. Если вы обратили внимание, то по дороге к усыпальнице мы постоянно встречаем барельефы, где Сети разговаривает то с Изидой, то с Ра, то с самим Азирисом. Неужели по дороге на суд он заранее со всеми договорился, чтобы не доводить дело до суда? Напишите в комментариях, как так получается, что Рамзес I в своей усыпальнице стоит перед судом Азириса, то Тутанхамон также вызван на суд, а Сети нет. Неужели Сети еще при жизни считал себя настолько великим, что решил объявить о том, что уже заранее договорился со всеми богами, автоматически окажется на райских полях Иалу? Как показала жизнь, он очень жестоко ошибся и до райских полей так и не дошел. Но эту мистическую историю мы вам расскажем, когда окажемся уже в Абидосе, в храме Сети I. Следующая, 4-я загадка. Это загадочные символы, которые нигде больше не встречаются, и которые египтологи не могут объяснить. Вот, взгляните на эту процессию людей, несущих громадной длины змею, плюс отрубленные головы повсюду и сцены мистических сочетаний. Это что, продукты генной модификации богов по дороге к райским полям? Но самая главная, 5-я загадка
Это мумия Сети, найденная также и в том же захоронении ДБ-320, что и его отец Рамзес I. Мы рассказали об этом в прошлом ролике. Но в отличие от всех, я повторяю, всех мумий, у нее закрыт рот. На это вы резонно скажете, ну и что? Но этого не могло быть по определению. Не будучи Шерлоком Холмсом, мы просто знаем, что над любым мумифицированным телом перед закрыванием саркофага жрецы проделывали мистический ритуал отвержения уст. Жрец, произнося заклинание, открывал рот ритуальными предметами. Считалось, что так усопший царь мог в загробном мире двигаться, дышать и есть. Но самое главное, что через открытый рот из тела выходила Ка и Ба, чтобы начать свой путь через Дуады. Плюс у мумии была оторвана и потом припелената голова, поэтому у мумии Сети много вопросов. Следующая тайна. И это его великолепный саркофаг из розового кварцита, который был украшен разноцветными камнями, через которые проникал свет. По свидетельству очевидцев, был настолько красив, что его не смогли купить ни в Лувр, ни в Британский музей, и Бельцони продал его в итоге какому-то частному коллекционеру за немыслимую сумму 2000 фунтов стерлингов. А теперь взгляните на его современное состояние. Это точно он? Или нам снова показывают подделку, а оригинал украшает какую-то частную коллекцию? Седьмая загадка. Это туннель от саркофага через гранитную скалу, ведущий в бездну. Но по словам местных, это туннель в преисподнюю, в которую ушла душа Сети, и конца которому нет. И действительно, это чрезвычайно странный туннель квадратного сечения. Но очень узкий человек такой не пролезает, и тем более не продолбит его в гранитной скале. Более того, данный шур до сих пор не могут просто очистить от крупных камней и щебня, которыми он забит. На данный момент задокументировали глубина этого тоннеля по радарам плюс 55 метров вглубь от основной гробницы, но насколько он тянется дальше, неизвестно. Вот тут, дорогие друзья, находится вход в этот бездонный спуск. А теперь о моих персональных впечатлениях по порядку. На первом месте фрески росписи погребальной камеры, особенно гиппопотам с крокодилом на потолке. Какие-то тут очень жуткие, злобные, вам не показалось? Но больше всего меня лично впечатлили две Изиды, изображающие душу фараона под потолком. Более красивых богинь в виде птиц я еще пока нигде не встречал. На втором месте атмосфера холодной жути данного места, где очень много комнат и легко потеряться. Я себя чувствовал в каком-то компьютерном лабиринте из потустороннего мира со страшными сценами чудовищ. Представляете, что чувствовали наши предки, попавшие сюда? Третье место – это, конечно, цена входного билета. Посмотрите, его стоимость 1000 египетских фунтов или $55. Самый дорогой билет из всех гробниц и памятников в Египте. И в завершении 8-я загадка. Это обелиск Сети I на Пьяцца дель Пополо в Ватикане, как самый высокий обелиск в мире, в полной противоположности самой глубокой гробнице. Но это уже тайное наследие самого Сети I, как фараона-человека и властелина мира 13 века до нашей эры, о которых мы расскажем в следующих наших сериях. На этом, пожалуй, все об этой гробнице. Очень загадочное место, согласны? Спасибо, что присоединились к нам в этом увлекательном путешествии. Ждем подписки на наш канал, и тогда вы не пропустите наши следующие обзоры о тайнах и загадках египетской цивилизации. До встречи!